Мой дорогой слушатель, приветствую тебя на канале засыпательных сказок Ирбис Найт. Я знаю, что именно сейчас тебе так хочется остановиться, предаться расслаблению и отдохнуть. Часовой пояс, время суток, место, в котором ты сейчас находишься, все помогает тебе замедлиться, выровнять свое дыхание и уснуть. Подумай о том, что скоро ты будешь сладко спать. На твоем лице появится улыбка, поймай ее, задержи и почувствуй тихую внутреннюю радость, что наступило время отдыха. А сейчас закрой глаза, сделай глубокий вдох и выдох. Еще раз глубокий вдох и выдох. Твое дыхание ровное и спокойное, а тело мягкое и расслабленное. Время для сонной сказки наступило. Жили на свете 3 сестры. Остались они после смерти отца портного сиротами. Трудно жилось им. Отец богатств не скопил, но ремеслу своему дочерей выучил. Сидели как-то сестры у раскрытого окна и шили. Вздохнула старшая сестра и говорит: если б я за королевича вышла, целый день бы сладости ела. И средняя вздохнула: если б я за королевича вышла, день-деньской в карете бы каталась, посуду не мыла, сор не мела. А младшая говорит: если бы я за королевича вышла, я б ему такого сына родила, что глаз не отвесть, и дочку-красавицу со звездой золотой во лбу. Слышал королевич их речи, шел мимо и остановился под окном, а после вернулся во дворец и послал за сестрами. Они было испугались, но королевич объявил, что слышал, о чем они у окна вздыхали, и решил взять в жены младшую. Сестрам же предложил поселиться во дворце и жить в свое удовольствие. Согласились сестры, но затаили обиду. Сыграли свадьбу. Вскоре отправился королевич на войну, оставил жену, что ждала ребенка на попечении сестер. Пока воевал королевич, родила королевна близнецов, сына такого, что глаз не отвесть, и дочку-красавицу со звездой золотой во лбу. Сестры же, пока была она в беспамятстве, взяли ящик, положили туда новорожденных и пустили по реке, пусть потонут. А несчастной матери и всему народу сказали, что родила она 2 зверушек, и представили в доказательство 2 щенят, которых сами же и убили. И королевичу на войну письмо отправили с тем же известием. Прочитал он письмо
опечалился и велел зверушек закопать, а мать их замуровать заживо. Река же прибила к берегу ящик с близнецами, и нашли его мельник с мельничихою. Взяли они детей, хотя у самих было 4, да и жили они в бедности, но не бросать же младенцев, и вырастили, как своих. Прошло время, и вот как-то вышла ссора между родным сыном мельника и приемышами. Сын мельника и молве в сердцах: «У нас и отец, и мать есть, а у вас безродных-то кто? Речка да лягушки». Обиделись близнецы, пошли к мельнику, стали его расспрашивать. Он им всю правду и рассказал. Решили тогда брат с сестрой уйти из дому. Взяли свои пожитки и, едва рассвело, ни с кем не попрощавшись, отправились в лес. Сплели себе из веток шалаш и стали жить в чаще. Брат охотился, а сестра в селенье ходила дичь и ягоды продавать. Набрела как-то на них нищенка. Дала ей девушка поесть, а старуха и говорит: «Не шалаш у тебя, а загляденье. Не хватает только говорящей птахи, поющего дерева да золотой воды». Повернулась и ушла. Так и не разгадала девушка, что за смысл кроется в старухиных словах. Пришел брат, рассказала она ему о старухе, а он и говорит: «Вот увидишь, добуду я их, сестра, и из-под земли добуду. А тебе меч оставлю. Увидишь кровь на мече, знай, в беде твой брат». Попрощались, и пошел юноша, куда глаза глядят. Шел он, шел, и увидал на высокой горе старика-отшельника. Тот огладил белую свою бороду и спрашивает: «Куда путь держишь?» «Ищу говорящую птаху, поющее дерево, да воду золотую». «И думать забудь. Послушай меня, ступай домой, не то пропадешь. Не ты первый добыть их задумал, да только никому удачи не было, никто назад не вернулся». Юноша понял, что знает старик дорогу к 3 диковинам, и стал выспрашивать. Долго не хотел старик говорить, но в конце концов уступил и протянул ему яблоко. «Видишь скалу? Взберешься на ее вершину. Яблоко это бросишь перед собой. Куда оно покатится, туда и ступай. Да смотри, не оглядывайся, а уши заткни. Шум, крик поднимется, ругань несусветная, а ты по сторонам не гляди, с яблока глаз не спускай, а оглянешься, камнем черным при дороге станешь». Как старик велел, так юноша и сделал. Взобрался на скалу, кинул яблоко и пошел за ним. Но такой вдруг шум поднялся, такой вой, что не совладал он с собой и обернулся. И в тот же миг стал черным камнем при дороге. Увидела девушка на мече кровь и поняла, что надо выручать брата.
Пошла она, куда глаза глядят, и увидела на горе седобородого отшельника. «Куда путь держишь, милая?» — спросил он ее. «Брата ищу», — отвечает девушка. «Пошел он за говорящей птахой, поющим деревом да водой золотой, и пропал». И ее отговаривал отшельник, но напрасно, так что пришлось старику снова объяснять дорогу. Взобралась девушка на скалу, бросила яблоко, что дал ей старик, и, не оглядываясь, пошла следом, хотя страшно ей было. Земля за спиной дрожала от воя, проклятий и ругани. Привело ее яблоко в сад, где жила говорящая птица, росло поющее дерево и текла вода золотая. Увидала девушку птаха и спрашивает: «Ты за мной пришла?» «За тобой», — отвечает девушка, — «и за братом, да только не знаю, как его отыскать». «А вот как. Видишь поющее дерево? Отломи веточку. А 7 родников с золотой водой видишь? Возьми кувшин, самый слабый родничок отыщи и набери воды. Окропишь ею черные камни, что стоят при дороге, и сделается твой брат снова человеком». Как птаха велела, так девушка и сделала. Окропила она черные камни золотой водой, вернула людское обличье всем зачарованным и увидела среди множества рыцарей своего брата. Обнялись они на радостях, взяли с собой птаху и вернулись домой. «А что нам с веточкой и кувшином делать?» — спрашивает девушка у птахи. «А вот что. Веточку у порога посадите и водой из кувшина полейте». Так они и сделали. И в тот же миг у порога выросло дерево, а под ним забил родник с золотой водой. Запорхала птаха над родником, а дерево запело. Отправился раз юноша на охоту и повстречал в лесу короля. Не везло в тот день королю, ничего он не подстрелил. Поделился с ним юноша своей добычей, и король пригласил его во дворец. Юноша поблагодарил, но ответа не дал, сказал, что поговорит с сестрой. Вернулся он домой, рассказал сестре о встрече и попросил совета. А сестра спрашивает птаху: «Скажи, идти ли брату во дворец?» «Пусть лучше король сюда придет», — отвечает птаха. И позвал юноша короля в гости. «Милости просим к нам, Ваше Величество. Я вам 3 диковины покажу». «Что же это за диковины такие?» — подумал король. А когда в урочный час явился он к ним в дом, запело дерево у порога, забил золотой родник, а говорящая птаха крикнула: «Гостя встречайте!» И молвил король: «Как же так? Нет у меня во дворце таких диковин. Сделайте милость, приходите теперь вы ко мне со своей птахой, а то, если расскажу, не поверят». Приняли брат с сестрой приглашение, стали собираться, а птаха и говорит: «В отцовский дом идете». Брат с сестрой не знают, что и думать.
Поведала им птаха про злодейство и строго-настрого наказала. Угощать станут, не ешьте, пока я знака не подам. Тетки, если вас узнают, наверняка отравят. И правда, как пришли брат с сестрой во дворец и стали беседовать с королем, тетки их узнали. «Гляди-ка», — говорит одна, — «у нее звезда во лбу, да и схожи они меж собой. Родня они нам, те самые близнецы». Начался пир. Но сколько ни подносили яств, сестра с братом ни куска в рот не брали, все ждали условного знака. Заметил это король и спрашивает: «Отчего не едят мои гости?» А птаха отвечает: «От того, что отравлены кушанья, которые детям твоим несут». Король изумился такому ответу. «Как так? О каких детях речь?» Рассказала тут птаха всю правду. Вскочил король, бросился к сыну с дочкой, стал их обнимать и повелел немедля разобрать стену, за которой томилась его жена. Вызволили ее еле живую, ведь столько лет она ничего, кроме хлеба и воды, не видела. Но дети напоили мать золотой водой, и вернулись к ней силы. Посадили они в саду перед дворцом волшебную веточку. Выросло из нее чудо дерева, и запело оно, услаждая слух. А рядом забил родник с золотой водой, что исцеляло от всех болезней. С тех пор не знали во дворце горя, а завистниц теток король приказал казнить, что и было исполнено. Сказка номер 2. Мария и змейка. Жили на свете бедняки, муж с женой. И была у них дочка, звали ее Мария. А как умерла жена, худо стало отцу с дочерью. Бывало, ни обеда, ни ужина в доме нет. Еле-еле концы с концами сводили. Отец, что ни день, насле за хворостом в лес отправлялся. Наберет хворосту, продаст за гроши. Вот и весь заработок. А однажды вместе с хворостом домой змейку принес и не заметил. Мария увидела змейку, в кувшин спрятала и стала ее потихоньку от отца кормить. От своей еды кусок отрывала, чтоб змейке дать. И так вскоре исхудала, что еле на ногах держалась. Отец забеспокоился. «Ты не больна ли, дочка?» «Да нет, — говорит она, — не тревожься, отец». Но тем же вечером, как пришла Мария кормить змейку, та с ней заговорила человеческим голосом. Испугалась Мария, а змейка подняла голову и велит: «Слушай, что я тебе скажу. Этой ночью такой ливень хлынет, что река из берегов выйдет, все овраги зальет. Брось меня в воду, я и уплыву, а не то с голоду из-за меня помрешь». Заплакала Мария. Не хотелось ей с подружкой расставаться. Да делать нечего. Выросла змейка, еле-еле в кувшине умещалась. Но прежде чем разлучимся,
говорит ей змейка, наклонись ко мне поближе и дай мне свои руки, а после уплыву я со спокойной душой. Как понадоблюсь, ступай в лес и кликни меня. Да смотри, не забывай обо мне, не то пропадешь. Как змейка велела, так Мария и сделала. Наклонилась и протянула к ней руки. Змейка ласково лизнула ей ладони и бережно коснулась языком глаз. Теперь всякий раз, как руки мыть станешь, серебряные монетки посыпятся, а когда волосы будешь расчесывать, золотые. Разразилась той ночью страшная буря. Такой дождь хлынул, что речка вышла из берегов. Отнесла Мария змейку к оврагу, да там и оставила. А на другое утро говорит отцу: «Незачем тебе больше в лес за хворостом ходить». Он удивился, а дочка стала руки мыть, и серебряные монетки посыпались, а как принялась волосы расчесывать, золотые. Взял отец деньги и пошел в таверну. Увидали люди, что он при деньгах, и заподозрили недоброе. Решили, что ограбил кого-то, и засадили беднягу в тюрьму. Забеспокоилась Мария, что-то долго отца нет. Тут соседка прибежала. В тюрьме, говорит, твой отец». Пришлось Марии всем рассказать, в чем дело. Выпустили отца, и скоро по всему королевству слух прошел про девушку, у которой из рук серебряные монетки сыплются, а с волос золотые. Позвал к себе король капитана и велел ему своими глазами убедиться, правду ли люди говорят, а если правду, приказать той девушке немедля прибыть во дворец вместе со своими служанками. Отправился капитан в селение. Самолично убедился, что все правда, и объявил Марии королевскую волю. Она мигом собралась, а соседка с дочкой вызвались проводить ее во дворец. Но дорогой пришло соседке в голову, что недурно бы свою дочку вместо Марии к королю отправить, а там, глядишь, принц на ней женится. Напали они на Марию, вырвали у нее глаза, в платочек завернули, а Марию в лесу бросили. Бродит Мария по лесу одна-одинешенька, ничего не видит, куда идти не знает. День бредет, другой. На третий встретился ей пастух и сжалился над бедняжкой, привел к себе домой. А жена его, как увидела слепую, разозлилась, ну на мужа кричать. Мария ей говорит: «Не сердитесь, хозяюшка, я не буду вам в тягость, а за добро добром отплачу». Наутро попросила Мария пастуха отвезти ее в лес. «Я сейчас подружку свою позову, а вы не пугайтесь». Трижды крикнула Мария змейку, и увидел пастух, как выползла неведомо откуда громадная змея и молвит человечьим голосом: «Знаю, Мария, что с тобой приключилось. Раньше надо было обо мне вспомнить. Ну да ладно, дам я тебе 3 зернышка, и пускай пастух, что тебя приютил, посадит их возле хижины. К утру вырастут из них 3 цветка дивной красоты.
пусть пастух их сорвет и пойдет на площадь к дворцу королевскому. А когда купить захотят, пусть скажет: денег не возьму, я цветы только на девичьи глаза сменяю. Как сказала змея, так и сделали. Только вышел пастух с цветами на площадь, как подошла к нему та самая подлая злодейка, соседка. Она во дворец ключницей пристроилась, а королю напела, будто это с ее дочки монетки сыплются, золотые да серебряные. Тот и поверил. Стала ключница с пастухом торговаться. А он и скажи: ни за какие, мол, деньги цветы не продам, а сменяю их на девичьи глаза. Вспомнила тут злодейка про глаза Марии, что так и лежат в платочек завернутые. Сбегала домой и принесла пастуху обещанную плату. Отдал он Марии ее глаза, а та их змея отнесла. Лизнула змейка глаза и едва приложила Мария их к лицу, как тотчас прозрела. Тут змея ей и говорит: а теперь должна ты меня убить. Не могу, говорит Мария, а змея не унимается. Нельзя, говорит, иначе. Убей меня, шкуру сними, а из 7 моих ребер возьми себе среднее. И все, что захочешь, у него проси. Знай, этому ребру моему все подвластно. Делать нечего. Как не тяжело было, а пришлось Марии исполнить повеление. Воротилась Мария с пастухом в хижину. Хозяйка им навстречу вышла, а Мария и говорит: дайте мне таз, кувшин с водой и гребень. Вымыла Мария руки, расчесала волосы, и рассыпались по полу монетки золотые да серебряные. «Это вам за то, — говорит Мария, — что приютили меня. А теперь прощайте, идти мне надо». И отправилась на площадь, где королевский дворец стоял. А там вынула ребрышко змеиное и говорит: «Выстрой для меня, ребрышко, дворец не хуже этого, да так близко к королевскому, чтоб двое между стенами дворцовыми разминуться не могли». Наутро пробудилась королевская семья и глазам своим не поверила. Вырос рядом за ночь дворец распрекрасный. Велел принц слуге своему пойти разведать, что за наваждение такое. Пошел слуга, увидал Марию, она на балконе сидела, вышивала. Встал под балконом и спрашивает: «Можно мне к вам ночью в гости зайти?» «Зайди, — отвечает Мария, — если хочешь». Той же ночью заявился к ней слуга. «Вот и я». «Вижу, — отвечает Мария, — милости просим, проходи в опочивальню. Да только прежде сделай одолжение, все двери запри». А сама уже успела над ребрышком поворожить, и вот что из него вышло. Стал слуга двери запирать, а ничего не получается. Одну запрет, глядь, другая нараспашку, а ведь задворил только что. Так всю ночь и промучился с дверьми, с тем и ушел. Наутро спрашивает у него принц: «Ну как время провел?» «Куда уж лучше, — отвечает слуга». «Что ж, — думает принц, — надо и мне пойти». И в ту же ночь
явился принц к девушке. Провела она его в опочивальню и говорит: «Сделайте милость, принесите воды из колодца, а я пока платье сниму». А сама, понятно, над ребрышком заранее поворожила. И всю ночь принц из колодца воду таскал. Наберет воды, вынет ведро, глядь, а в нем пусто. Так ночь и прошла. Наутро Мария ему говорит: «Вы, как я вижу, только с простушками и привыкли знаться». Обиделся принц. «Ошибаешься», — говорит. «Я, между прочим, завтра женюсь, да не на простушке какой-нибудь, а на девушке, с которой монетки сыплются, золотые да серебряные». «Так уж и сыплются», — засмеялась Мария. На другой день созвал король гостей и попросил дочку ключницы прилюдно руки помыть и волосы расчесать, чтобы все диво дивное увидали. Вымыла она руки, ан монеток нет как нет. Стала волосы чесать, вши, а не монетки золотые посыпались. Гости так и отшатнулись, а король остолбенел от неожиданности. Тут вошла Мария, взяла кувшин и стала руки мыть. Зазвенели серебряные монетки. После за гребень взялась, причесывается, а народ, знай, золотые подбирает. Велел король на радостях закатить пир на весь мир. Но только сели за стол, а королевский попугай как закричит: «Скажу невесте, не все на месте! Скажу невесте, не все на месте!» Король у попугая спрашивает: «Это кого ж, по-твоему, не хватает?» И поведал ему попугай, что велела ключница замуровать дровосека отца Марии. Его и не достает за праздничным столом. Разобрали стену, и вышел из нее отец Марии, живой и невредимый. Обнял он свою дочь, а ключницу в обмане и злодействе обвинил. Тут же король повелел замуровать обеих, и злодейку, и дочку ее. А принц взял в жены Марию, и жили они долго и счастливо. Я сама в тех краях бывала, своими глазами видала. Мои дорогие слушатели, как же прекрасно, когда сказка с добрым, счастливым концом. Всегда радуюсь этому и вам желаю, чтобы всякая история, что в вашей жизни не происходила, всегда заканчивалась хорошо. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, расскажите в комментариях, что вам понравилось больше всего, и обязательно слушайте сказки и засыпайте. Всего вам доброго!